Так, привет. Сегодня мы опять находимся в моей теплице. Настало время поработать по вирусам. Каждый огородник, который выращивает огурцы, рано или поздно сталкивался с данной проблемой. Выражается она так, что растение растет до определенного момента, потом полностью останавливается в развитии, молодые листы становятся крапчатого цвета. Сейчас вставлю несколько фотографий, посмотрите. Многие до сих пор думают, что с вирусом с вирусом бесполезно бороться. Связано это с тем, что достаточно долгое время, действительно, да, по вирусу там кто работал чем мог, кто-то там формайодом, кто-то йодом с молоком, с сывороткой, там кто на что гораст, тем и пытался работать. На данный момент сельское хозяйство не стоит на месте и шагнуло уже достаточно далеко. Есть препараты, как и зарубежные, так и отечественные, которые купируют вирус. Да, его победить невозможно, но тем не менее можно сохранить урожай, можно получать зеленцы, допустим, там, либо кабачки нормального товарного вида. Поэтому сегодня мы будем обрабатывать препаратом энзим Фито. Это наш отечественный препарат, разработки НИЦ Инновация. Уже 2,5 года мы его тестируем. Очень нравится. Пробовали его на разных культурах, и на томатах, и на кабачке. Также на огурце, то есть брали его конкретно под бахчевые культуры, потому что в основном они более подвержены этим. На томатах тоже показал себя достаточно неплохо, но по томатам достаточно узкий спектр действия, да, там по курчавостям он работает слабовато, но тем не менее работает. Итак, у меня есть препарат. Вот так, собственно говоря, он выглядит. Этот препарат, то есть вот эта конкретная упаковка, это на 100 литров рабочего раствора. 100 литров рабочего раствора мне достаточно много, поэтому, с прошлого года у меня еще осталось с томата. Работали профилактически, тут на 50 литров, если не ошибаюсь. Итак, по огурцу требуется у нас от 2 до 5 обработок в зависимости от количества зараженного, да, и от процента вообще зараженных огурцов. Чем опасен вирус, забыл сказать. Вирус распространяется по теплице молниеносно, то есть он не ждет чего-то там, то есть проходят люди, проламывают, обрезают на инструменте вместе с соком, и можно заметить, да, то есть у нас выпало сначала одно растение, и как раз по ходу движения секатора, да, как мы идем окультуриваем наши растения, у нас начинает растение увядать, начинают проявляться первые признаки вируса. Вообще, по-хорошему, первый раз с энзимом необходимо работать еще в рассадном периоде, то есть перед высадкой, заблаговременно обрабатываем, потому что до конца еще не понято, как вирус вообще в принципе попадает. Возможно, он был с семенами занесен, возможно, уже в почву был. Тем не менее, по-хорошему необходимо было обрабатывать в самом начале, перед высадкой. Но, коль уж мы начали вести блог, решил показать наглядно, что, пожалуйста, вот проблемы есть. И эта проблема, в принципе, решаема. То есть ничего-то такого сверхстрашного нету. Да, это затратно, это стоит денег. То есть, скорее всего, конкретно огородники, которые выращивают для себя 15-20 кустов, этим пользоваться не будут. Это больше адресовано именно тем, кто выращивает, зарабатывая этим. Итак, у препарата есть несколько особенностей. В упаковке у нас находится 2 пакета. Один — это биологическое активное вещество. Ссылку на препарат, да, я оставлю в описании. Есть подробное видео, там рассказывают полностью, что это такое, с чем его едят. Олег Каменов, если не ошибаюсь, очень грамотный специалист НИЦ Инновация. Здесь у нас внутри находится 2 пакета. Вот такая памятка, как необходимо разбавлять и как вообще этим пользоваться. Итак, у нас здесь в комплекте идет пакет номер 1, это ферменты. Это маленький пакетик такой. Сейчас покажу. То есть вот такой маленький пакетик. И второй пакет
Это сульфат магния кристаллический, то есть там более подробно об этом рассказывается в видео, не будем на этом останавливаться. Это получается активатор. Есть несколько условий для того, чтобы все это работало. Многие этим пренебрегают, а потом прилетают: ай-яй-яй, вот мы заплатили деньги, и у нас ничего не сработало. Здесь необходимо разводить препарат в горячей воде. Ну, в горячей воде, опять же, понятие растяжимое, да. В воде, в теплой, 25, 27 до 30 градусов. Во-первых, препарат достаточно хорошо расходится, и та ферментная активность, которая должна в нем быть, да, то есть чтобы у нас все это дело проснулось, оно активизируется именно в этой температуре. То есть многие просто забивают на это, потом приходят: вот мы взяли, у нас не сработало, что делать, и давай там искать какие-то зарубежные аналоги, типа там Верона, Вирусулида. Как зачастую бывает у нас, во-первых, это незарегистрированные в России препараты, не каждый может себе позволить ими работать, да, кто-то работает на возмещение, то есть необходимо предоставлять какие-то бумаги. Естественно, бумаги эти не предоставляются. К тому же, покупая такие препараты, типа Верона, Вирусулида и аналогичным им, стоит учитывать то, что в большинстве случаев это контрабанда. А контрабанда, ну, скажем так, это противозаконно, во-первых, а во-вторых, не факт то, что в бутылке находится то, что действительно работает, то, что заявлено на этикетке. Это тоже немаловажный фактор, о котором очень много людей забывают. И потом, типа, вот мы купили бутылку Верона, там 12,5 тысяч, мы отработали, а результата 0. Такие истории тоже были как раз на заре, когда я только начинал заниматься. Я активно занимался кабачком. Кабачок вирусу очень подвержен, то есть если на огурце, ну, как бы, даже растения, которые больны, зеленцы, они, ну, более или менее, ну, приятного вида, да, если не присматриваться, то, скорее всего, обыватель может и не поймет даже, что он заболевший. На кабачке это явно выражено, то есть там прям перетяжки, кабачок абсолютно нетоварного вида, падает урожайность там до 70%. Тем не менее, применение этого препарата, во-первых, купирует вирус внутри растения, то есть победить мы его как такового не сможем. Он будет в кристаллических решетках, он не будет мешать развиваться растению, но в урожайности мы немного потеряем, потому что, во-первых, сейчас растение уже болеет, это первый нюанс, это стресс очень большой для растения, то есть, ну, порядка 10-15% скорее всего мы потеряем, ну, уже дальше к концу сезона это будет понятно явно. То есть подсчеты сейчас ведем, огурцы активно собираются. Скажем, да, у меня есть еще одна теплица, в которой таких проблем нету, в котором работалось все вовремя. Просто сравним, да, как это отразится на наших огурцах. Итак, приступим к замешиванию. Замешивание, обработку снимать не буду, не вижу в этом никакого смысла. Опрыскиваю я обычным электрическим опрыскивателем с насадкой, то есть, которая раздувает. Я фотографию где-то здесь вставлю. Очень удобно. Огурцы уже достаточно большие. Обычным опрыскивателем, да, ну, с обычной штангой, даже с мелкодисперсионным, обработать достаточно сложно. А здесь стоит вентилятор. Обработка получается идеальная. Действующее вещество попадает и наверх листа, и под низ листа, и в серединку забивает. То есть у нас растение обработано более или менее ровно со всех сторон. По приготовлению препарата как бы каких-то рекомендаций, кроме того, что вода должна быть теплая, больше в принципе нету. Но чтобы как бы себя успокоить, я все равно добавлю немножко растекателя, потому что хочется все равно получить более качественную обработку. Ну и все. Обработки будет 2. Сделаем обработку сегодня, сделаем через 7 дней, ну и буквально там через неделю, через полторы, я выложу уже видео с результатами. После первой обработки уже результаты будут видны. Я думаю, что огурец уже будет где-то вот такой. Покажу вам, что это, ну, действительно работает. То есть не надо этого бояться, это не беда, как многие там, ко мне фермер приезжал, у него заболел огурец вирусом, теплица накрытая 40 соток, ну, многоблочная. Просто все выдернул, говорит, не хочу разводить заразу. Ну, не узнал и решил посадить новые.
С новыми получилась та же самая песня, то есть вирус никуда не девается. На опавших листьях он может сохраняться до 2 лет на одном месте. То есть, ну, бросать теплицу на 2 года, это, ну, я не думаю, что какой-то фермер на это отважится. Так, переступим к обработке. Итак, наши огурцы обработаны, покрыты ровной пленочкой, да, ровным налетом нашего действующего вещества. В принципе-то больше добавить нечего. Повредителям все спокойно, как бы растет, огурец собираем. В день собираем 5-7 коробок, собираем утром, вечером. Ну, то есть утром у нас урожай немножко побольше, вечером немножко поменьше. Тем не менее, сборы пошли. Что еще хотелось добавить? У меня есть здесь опытные образцы, которые мы хотим отказаться от рассадной посадки, потому что теплица все равно не топится. Немножко попозже покажу разницу между тем, какие мы сажали, когда рассадой, да, видео было, и что мы сажали семечкой. И скажу вам, что, немножко опережая события, что тех, которых мы сажали семечкой, они вот-вот уже должны догнать. Но тоже есть несколько нюансов. В общем, смотрите следующее видео. До новых встреч!